Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Dune Awakening вы узнаете, как повысить FPS и частично избавиться от статтеров. Подберем с вами оптимальные настройки графики. Я покажу, на что влияет и за что отвечает. А также слегка оптимизируем нашу винду. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну и погнали! Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем настройки, переходим на графика и начнем с самого интересного. Оконный режим. Если вам потенциально нужна более низкая задержка, ставим полноэкранный режим. Если нужно быстренько сворачиваться, тогда окно во весь экран. Разрешение при полноэкранном режиме ставим по соотношению к вашему монитору. Понижать разрешение в угоду производительности в данной игре нет смысла. Почему? Потому что у нас есть апскейлинг. Способ апскейлинга. Здесь нам доступно сглаживание TAA, TSR, FSR-AA и XS-AA. А также можем использовать масштабирование. Допустим, FSR либо XS. Если вам не нравится масштабирование, можете выбрать TAA. Чуть больше мыльца, но и производительность примерно на 5% выше, чем у TSR. TSR же, наоборот, более четче отображает объекты. FSR. Опускаемся немного вниз и находим качество апскейлинга FSR. Еще ниже находится качество апскейлера Intel XS. Я делал различные сравнения, нативки, качество баланса между FSR и XS. Если, грубо говоря, качество изображения плюс-минус одинаковое. Можно достать лупу, присматриваться, смотреть, но по факту используйте то, что вам больше нравится, или то, что вас поддерживается. А вот насчет самого пресета я рекомендую использовать для мощных видеокарт, очевидно, FSR-AA, либо XS-AA, а если вам нужна большая производительность, это качество. Картинка не сильно ухудшается, при этом очень сильно бустится наша производительность. Это же касается и видеокарт от Nvidia. Способ генерации кадров. На слабых системах можно включать. Я побегал, на моей системе задержка небольшая, практически отсутствует, в принципе играть можно. Но чем ниже нативных у вас FPS, тем больше будет ощущаться задержка. Далее группа освещения. Общие тени. Так как это у нас Unreal Engine 5, тени здесь чаще всего выглядят очень даже странно. Далеко не все тени прорисовываются, даже на нашем персонаже. Плюс на низком качестве тени в основном более четче отображаются. На ультра качестве они более мягкие. Если вам нужны мягкие тени, ставьте ультра либо высокое качество. Эй, братик, послушай. Я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и много других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по SBP и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это Каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. Виртуальные теневые карты. Экспериментальный параметр. Бегал как Steam, так и без него. И что я заметил? Статтеры, или если вам удобнее фризы, будут присутствовать при любом раскладе. Но, как мне показалось, когда мы включаем виртуальные теневые карты, фризов становится чуточку больше. Возможно совпадение, но тем не менее, я лично выключаю. Качество глобального освещения. На FPS влияние незначительное, поэтому я рекомендую поставить где-то высокое качество. А вот уже люмен кушает примерно от 7% и выше. Смотрите по производительности. Если у вас более сотки FPS, вы используете DLSS качество, либо FSR качество, по сути можете включать. Качество отражений. Не везде эти отражения можно заметить, тем не менее я рекомендую либо низкое качество, либо среднее. Режим для слабых ноутбуков. При включении данного параметра все наши настройки графики понизятся до самых низких.
них, очевидно, будет больше FPS-иков, но используем только на слабых системах либо ноутбуках. Функция привязки процессов. Данный параметр я не проверял, но как нам пишет описание, для фоновых задач привязка процессов будет зарезервировано одно процессорное ядро. Это снизит производительность игры. Дальность обзора, отвечает за прорисовку некоторых объектов на дистанции, тумана, теней и так далее. Я рекомендую низкое качество. Постобработка не сильно влияет на производительность, но все зависит от ваших предпочтений. Мне показалось, что на низком качестве текстуры более четче отображаются, чем на ультра. Выбор за вами. Качество эффектов. Низкое либо среднее. Качество текстур. На визуал влияет очень сильно. На FPS на хороших системах не будет никакого влияния. Поэтому я оставляю ультра. Качество листвы. Тут в принципе все очевидно. Я ставлю среднее либо низкое качество. И нажимаем применить изменения. На игровом процессе я рекомендую выключить тряску камеры и отображение шлема. Экран. Угол обзора. По желанию я оставлю на 110. Размытие движения и вертикалку выключаем. Ограничение частоты кадров можете включить, если у вас сильно перегревается ваша система. Аппаратный курсор я еще не тестил. Кто проверял, напишите в комментах, мне интересно. И на учетной записи сбор данных выключаем. А на рабочем столе мы с вами сделаем небольшую оптимизацию нашей системы. Работает как на Windows 10, так и на 11. Единственное, что просто отличается интерфейсом. Качаем архив по ссылке в описании, будет находиться у меня в телеге в закрепе, либо в Дискорде. Делаем его распаковку, и у нас здесь находится 7 папочек. Оптимизация, задержка, настройка видеокарты, очистка, твики реестра, BIOS и схема питания. Начнем по порядку с оптимизации. Отключить визуальные эффекты. Галочку убираем и нажимаем «Открыть». Здесь ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие и обязательно галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Либо можете сделать, как и у меня. Единственное, что отключить анимации, гладкое прокручивание и эффекты затухания. Это у нас получится что-то типа визуал плюс производительность. Отключаем повышенную точность для нашей мышки. По дефолту галочка здесь включена, мы ее выключаем. Отключаем Xbox Game Bar. Если у вас Windows 10, галочку убираем. Включаем игровой режим. Если по какой-то причине он у вас отключен, включаем. Аппаратное ускорение и производительность. Нажимаем на дополнительные графические параметры. Планирование GPU с аппаратным ускорением. Тут все индивидуально. Кому-то галочка помогает, уменьшает задержку и повышает производительность, а кому-то наоборот делает только хуже. Поэтому можете отключить, перезагрузиться и проверить. И наоборот, включить, перезагрузиться и тоже проверить. Единственное, что если вы используете генерацию кадров от NVIDIA, галочку оставляем включенной. Переменная частота обновления. Я оставляю включенным. Опускаемся вниз и нажимаем добавить классическое приложение. На десятке будет написано обзор. Переходим в папку с игрой. В моем случае это Steam, Steam Apps, Common, Duna. Далее Dune Sandbox, Binaries, Win64. И здесь у нас будет находиться приложение Dune Win64 Shipping. Добавить. Нажимаем вот сюда. Параметры GPU. Выбираем нашу видеокарту. Если у вас ноутбук, либо две видеокарты, выбирайте наиболее производительную. Далее оптимизация для игр в оконном режиме. Так как игра использует DirectX 12, по сути можете выключать. И в таком случае я рекомендую следующее. Переходим в папку с игрой. Нажимаем PKM на Dune Sandbox. Свойства. Совместимость. Отключаем оптимизацию весь экран. Далее параметры высокого DPI. Ставим галочку, нажимаем ОК, применить и ОК. Закрываем. Отключить эффекты прозрачности. Нажимаем вот сюда и сюда. Целостность памяти. Галочку выключаем и плюс, по желанию, можете отключить защиту стека и защиту локальной системы безопасности. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании.
Следующая папка — задержка. Latency Tweaks. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Что это такое? Здесь для вас я все указал, можете почитать. А если нужно будет вернуть все это взад, у нас есть бэкапчик и просто вводим все эти команды. MSI Mod. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Настройка видеокарты. Начнем с AMD-шки. Если у вас старенькая видеокарта, открываем папку, залетаем на сайт и качаем последнюю версию видеодрайвера. Далее делаем настройку. Ставим игры либо киберспорт, фильтрация текстур, производительность, режим тесселяции, переопределить настройки приложения и максимальный уровень тесселяции выключаем, плюс оптимизацию формата поверхности включаем. Если у вас более свежая видеокарта, нажимаем PKM на рабочем столе AMD Software, переходим на игры, Duna. И здесь делаем следующее. Для производительности антилаг выключаем. В основном же я поставил галочку, побегал часика 2 с ней, и мне показалось, так работает немножко лучше. Нажимаем на дополнительно. Качество фильтрации текстур. Я выбираю высоко, можно стандартная. Оптимизация формата поверхности. И вообще полезная штучка, можно включить. Переходим на вкладку производительность, настройка. Опускаемся в самый низ и находим GP. Раскрываем. Далее ставим галочку на настройка ГП и настройка энергопотребления. Я побегал не так много, но держится стабильно. Минус 60 и минус 20. Можно, конечно же, выше, но в таком случае нужно будет сильно повышать смещение напряжения, из-за чего стабильность потеряется. Но даже в таком случае мы очень сильно понижаем наше потребление, при этом по производительности. Если есть разница, то около 1, возможно 2 кадров, не процентов. Если у вас видеокарта от NVIDIA, открываем папку NVIDIA GeForce, то же самое, залетаем на сайт, качаем последнюю версию видеодрайвера и запускаем NVIDIA Driver Settings. Переходим на управление параметрами 3D, далее программные настройки, находим Duna Shipping и добавляем данное приложение. Для того, чтобы сделать настройки конкретно для игры. Частота обновления вашего экрана высшая доступная, размер кэша шейдеров 10 ГБ, режим низкой задержки. Если в игре присутствует NVIDIA Reflex, сам рефлекс включаем, а низкую задержку выключаем. Если нет, тогда ставим просто на вкл. Режим управления электропитанием. Режим максимальной производительности. И в самом низу фильтрация текстур, качество. Ставим на высокая производительность. И нажимаем применить. Очистка. Delete Files, папка номер 1. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete Files, папка номер 2. Все файлы выделяем, Shift, Delete и да. Снова же, то, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Диск Clean Up. Выбираем диск C и где-то раз в месяц делаем чистку. Твики реестра. Если вы не используете Xbox Game Bar, тогда можете его отключить. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR 2, PKM и слияние. Если вдруг нужно будет все это вернуть, у нас уже есть бэкапчики. BIOS. Залетаем в BIOS и включаем поддержку ребара. Далее переходим на пропускная способность PCI и режим соединения PCI Express 16.1. Выбираем Gen 5. Сохраняем настройки на F10 и перезагружаемся. Схема питания. Здесь у нас находится максимальная производительность. Можете активировать ее. Данную команду просто вводим в командную строку, либо PowerShell. А также есть опционально. Нажимаем PKM на Run Admin и запуск от имени администратора. И теперь мы можем активировать одну из схем питания. Либо сразу все 3 и просто смотреть, какая вам больше подходит. Просто нажимаем 2 раза LKM на Core, Gavot и Corvi. Открываем ярлык «Схема питания», показать доп. Схемы, и здесь у нас появились новые схемы питания. Смотрите, тестируйте, проверяйте. Открываем Steam, настройки, друзья и чат. Отключить анимированные эффекты. Ставим галочку, уведомления. Я выключаю, когда друг заходит в игру. Библиотека, упрощенный режим, загрузки. Чистим кэш, если давно этого не делали. Запись игр. Не записывать. Remote Play. Выключаем. Далее нажимаем на Duna PKM. Свойства. Включить Overlay Steam в игре. Если вы играете в соло, тогда можете спокойно выключать. Контроллер. Если не используете, выключаем и закрываем. После всех этих настроек залетаем в Duna и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.